Ну что, друзья, продолжаем с вами серию видео про масонские усадьбы. Точнее, по поиску масонских подземных ходов. Перед нами развалина очередной усадьбы в селе Троица-Лобаново. Здесь в округе их 4 штуки, которые между собой якобы связаны подземельями. Это Авдотьино, которое мы с вами посетили в прошлом видео. Троица-Лобаново, Никоновская, где ничего, к сожалению, от усадьбы не осталось, и Марьинка. Лягушка. Марьинка, где самый лучший сохран. Но, к сожалению, он обнесен большим забором. Так, вход, конечно, вон там. Ладно. Мы с вами зайдем по проторенной тропинке. Ух ты. Ну, напомню, что в 90-х годах якобы подтвердили, что действительно существуют эти подземные ходы. Но никто не занимался исследованием, и карты никто не составлял. О, смотрите, даже рамы остались. Смотрите, такая же кирпичная кладка, как и в Авдотьино, во флигеле. Это мы сейчас с вами находимся во флигеле усадьбы Троица-Лобаново. Это флигель. Усадьба чуть дальше. Посмотрите, прям все то же самое. Такой же кирпич. Такие же своды. Так, ну и расстояние между этими усадьбами где-то примерно 6-8 километров. Для понимания. Как вы думаете, реально вообще по тем временам прокопать столько ходов? Да и зачем? Хотя, чем еще было заниматься людям в те времена? Интернета не было, времени свободного, вагон. У помещиков денег тоже много. Другой вопрос, для чего вообще это нужно было? Смотрите, флигель какой большой. По сравнению с Авдотьино. Прям вообще громадный. Может, среди масон считалось статусным? Какой-то уровень присваивался, если ты ходы нарыл. Есть среди нас эксперты по масонству? Что вы думаете по этому поводу? Зачем помещикам того времени прорывать, прокапывать такие огромные ходы? Посмотрите, комната за комнатой. Комната за комнатой. Здесь вообще классно. Плохо, что находится рядом с дорогой. Если вы слышите шум машин. Тут такие вот ступеньки остались. Так. Само собой, здесь в 90-х годах был, ну, не в 90-х, еще раньше, в советское время, пионерский лагерь.
скорее всего, все входы в подземелье они замуровали, чтобы детишки не смогли пролезть. Нифига себе, как тут. Ой, антуражно. Посмотрите. Авдотьина. Только умножить на 5. Деревянные балки, конечно, все попадали. Или что это, может, лестница была как раз? Аккуратно пробираемся. О, смотрите. Вход в подземелье. Вот он. Так, темно, наверное, не увидите. Посреди комнаты стоит вот такое сооружение. Сейчас подальше отойду. Здорово. Сейчас включу подсветку. Ничего себе. А скорее вот тут вот и был вход в это подземелье. Здесь засыпали все, землю. Слышите? Ну, блин, копать долго, конечно. Копать придется долго. Все, друзья, я пошла. Окна даже сохранились, посмотрите, рамы. Либо с советских времен еще. Такие комнаты большие, здесь валяются такие колонны. Тут тоже посередине что-то. Строение какое-то было странное. Потолки высокие. О, вообще здорово. Кладка супер, конечно, уже сколько веков стоит. Плиты очень хорошие. Так, а тут был главный вход. Там машины ходят, делают какие-то бордюры. Ой, мыши бегают. На втором этаже тоже какие-то конструкции стоят. Теперь в таких местах обитают мыши, лягушки и птички. Вон березка растет на втором этаже. Красиво.
Ну, тут масштабы, конечно, впечатляют. Вот такие масоны могли себе позволить. Там вон видна труба от печки. Так, ну что, здесь тоже плиты попадали. Там еще одна комната. Все заросло крапивой. Канализация. Так, с этой стороны куда-то ведет тропинка. Давайте посмотрим. Все засрано, конечно. С этой стороны такой вид. Тут, наверное, как раз два пруда было около этого поместья. Один пруд потом переделали в футбольное поле, когда здесь был пионерский лагерь. Посмотрите. Вот это галерея. Сколько комнат. Конечно, флигель. Ничего себе так. Что, друзья, давайте теперь пойдем посмотрим на саму усадьбу. Что от нее осталось, если здесь такой флигель огроменный. Какая должна быть усадьба? К ней ведет бетонированная дорожка. Ой, смотрите, а это липовая аллея. Смотрите на эти могучие деревья. Я таких лип еще никогда не видела. Красиво. Вот эти липы помнят. Прошлых хозяев. На этим липам лет 300, не меньше. Так, вот она, видно уже барский дом.
усадьба, поместье, главный дом, как его еще назвать. Так, ну скромней. Ой. А вот еще какой-то. Давайте посмотрим сначала это здание. Но тут все гораздо скромнее. Вообще не понимаю. Может, я напутала? Вот это на самом деле флигель, а то поместье. Так, сейчас посмотрим. Ну да, друзья, я все напутала. Короче, вот это у нас флигель, а то была усадьба с подземными ходами. Но здесь тоже должен быть вход в подземелье, потому что во всех таких поместьях это все было связано. Главный дом, флигель, церковь. Давайте зайдем, посмотрим флигель. Он получше сохранился. Хотя, может, так же. О, тут, посмотрите, вообще колонны сохранились. Ничего себе. Флигель тоже очень, очень архитектурный. Посмотрите, как красиво. Первый хозяин этой усадьбы был Федор Шереметьев. При нем была построена главная достопримечательность. Это церковь. До нее мы тоже дойдем, посмотрим. А потом Шереметьев был увлечен в заговоре против Бориса Годунова. Все у него отобрали и передали это поместье, эти земли Ивану Васильевичу Годунову. В XVII веке перешло все князьям Троицы Лобановым. А потом передано ого, вот это гнездо осиное, там осы. А потом стало приданным княжны Прасковьи Лобановой-Ростовской, которая вышла замуж за князя Волконского. Волконский как раз и был масоном. По легенде, Волконский из местного пруда достал колокол и водрузил его обратно на колокольню. Он, кстати, построил колокольню здесь, белокаменную. А легенда гласит о том, что прежний хозяин, князь Троицкий, Лобаново-Троицкий,
якобы утопил этот колокол, потому что он имел очень резкий звук. В колоколе было много серебра, и он очень звонко звенел. Ну, а в дальнейшем этим поместьем владел Азанчевский. При нем и была отстроена большая часть поместья, усадьба, флигеля и всего остального. И впечатляют, конечно, размерчики. По сравнению с Авдотино, то ли помещики были побогаче. Пойдемте дальше посмотрим, куда ведет эта бетонная тропинка. Вообще здесь есть интересный выход к реке. Смотрите еще раз на эти своды. Ну что, смотрели с вами усадьбу, флигель. А вот такая бетонная тропа куда-то ведет. Такая она не маленькая территория. Есть что посмотреть. О, вот пруд. Вот там пруд. Цапля полетела. Идем дальше. Здесь даже прослеживается парк. Где парк? В Авдотино тоже какой-то парк трехъярусный. Но следов там от него совершенно не осталось. А здесь видно, липы большие остались, пруд. Деревья красивые, яблоневый сад какой-то. Яблони здесь растут. Вот тут опять вековые деревья. Что у нас здесь? Дуб. Или клен. Огромное дерево просто. И усадьба большая, и парк большой. И деревья большие. И вон они впереди.
Вообще, сохран тут неплохой. По сравнению с другими усадьбами. Куда-то тропинка все идет и идет. Что там виднеется вдалеке? Наверное, дома уже. Да, домушки. СНТшный. Все, дальше уже нечего смотреть. Ладно, парк большой. Пойдемте обратно. Вообще огроменный парк какой-то. Сейчас пошла по другой развилке. Тоже здесь плита лежит. Я тоже иду. Деревья вот эти. Огромные липы. О, смотрите. Вход в подземелье. О, вот прудик. Красивый, но весь заросший. Так, как бы нам попасть в церковь? Она действующая, но самая старинная здесь. Была построена в 1580-х, 90-х годах. Проходим усадьбу. А церковь с этой стороны. Но она за забором. Службы только по выходным дням, как я поняла. И сейчас, скорее всего, она закрыта. Вот церковь. Белокаменная колокольня. Не знаю, колокол сохранился или нет. Сейчас эту церковь реставрируют на пожертвование прихожан. Так что можно пожертвовать Троице Лобанова. Село. Троицкая церковь. Открыта дверь, может быть, зайдем, посмотрим. Может, пустит. Так, ну разрешили нам поснимать на территории церкви. Сказали, что от государства никаких пожертвований, субсидий нет.
только на пожертвование прихожан. К сожалению, колокольня сейчас закрыта. Открыта только по субботам, когда идет служба. Так, вот табличка. Построена в 1838 году. На сумму, собранную с прихожан. Вот белокаменная колокольня. Вот такие холодные камни. Настоящий камень. А вот еще какая-то памятная табличка. Волконский. 1767 год. Построена Волконский. Колокольня. Высокая. Вот еще табличка. Помещиком Азанчевский. Память. Что-то не могу разобрать. Такие башенки. Так, ладно, здесь все заросло, уже тут не пройти. Сейчас сделаем пожертвование этой древнему храму, церкви. Так, может, можно туда пробраться, посмотреть, что за башни такие? Крест. Крепость. Прям как крепость сделана. С башенками. Нет, тут все поросло, тропинки нет. Там вот колокола какие-то висят. Ну что, друзья, посетили мы с вами еще одну усадьбу. Усадьба Азанчевского в селе Троица-Лобаново. Ну, я с вами прощаюсь. До новой усадьбы. Еще есть усадьба в Марьинке. Если удастся туда пробраться, значит, будет сюжет и оттуда. А сейчас всем пока-пока.